Итак, потребовался дегазатор для дегазации небольших объемов смолы и силикона, ну, в объемах около пивного стакана. Вот. В качестве дегазатора рассматривал вот такую вот емкость. Обычный бидон за 700 рублей, купленный в 1000 мелочей. Вот. И сюда по месту планировалось сделать прокладку из силикона и сверху класть стекло. Ну, собственно, в качестве прозрачного стекла было три альтернативы. Либо толстое оргстекло, но, как выяснилось, оргстекло при постоянной вакуумизации покрывается сеточкой трещин и становится со временем непрозрачным и просто лопается, независимо от толщины. Толстый литьевой поликарбонат найти не смог, потому что хоть все заявляют, что надо искать у рекламщиков, что они нарезают в небольших объемах, но по факту 10-миллиметровое стекло из поликарбоната или 16-миллиметровое никто не режет. Все говорят: покупай целый лист, мы тебе вырежем небольшой диск. Тут диск нужен небольшой был, всего 16 сантиметров в диаметре. Собственно, остановился на закаленном стекле. Но с закаленным стеклом была трудность следующая. Найти стекольную мастерскую, которая торгует закаленным стеклом, в принципе, несложно. Но минимальные размеры, которые они предлагают, довольно большие. То есть это там 30 сантиметров, допустим, квадрат, или круг соответствующий. Это слишком много. У закаленного стекла есть такая особенность, что его нельзя обрезать после закалки. То есть нужно вырезать форму 16 сантиметров диск и потом ее закалить. Но те, кто производит закаленное стекло, говорят, что таких маленьких дисков они не закаляют. То есть технологически с этим сложности. Вот. Но я нашел все-таки производителя, который торгует закаленными стеклами уже готовых размеров. Квадратные и круглые стекла — это смотровые окошки для различных вакуумных камер. Собственно, по прямому назначению стекло используется для различных баков с жидкостями. То есть смотрите уровень жидкости. То есть бывают прямоугольные закаленные стекла готовые, квадратные, там самые разные. То есть я взял по диаметру 16 сантиметров и по толщине тут, по-моему, у меня 15 миллиметров. Обошлось оно мне 1500. Интернет, ну, там не интернет-магазин, мелкая фирмочка на севере Москвы, которая торгует этими стеклами. В принципе, чем они мне понравились, что они торгуют в розницу, можно самовывозом приехать забрать, но можно и с доставкой. Я забирал сам со склада, чтобы было подешевле. У стекла вот какие особенности. Ну вот на видео видно, вот здесь с одной стороны и с другой стороны есть такая точка, это захват при подвеске в закалочной камере. Еще, ну вот, не знаю, видно или нет, еще все стекло немножко покрыто все-таки небольшими царапинками, которые ощущаются ногтем. Вот, но в принципе на прозрачность стекла это не влияет, то есть при дегазации можно будет все спокойно различить. Вот, боковая поверхность матирована. То есть, в следующем видео покажу, как я делал прокладку для этого бидона. Ну, собственно, то есть из бидона дегазатор. Вот, то есть вот такое вот стекло